фокус сегодняшнего форума – это change, напротив рано, потому что скорость изменений очень высокая. Нам хотелось вовлечь в эту дискуссию вопросом к изменениям, как создать, как ускорить изменения и прогресс в Казахстане. Мы начинаем панель стратегических вызовов. Я хотел бы пригласить спикеров данной панели к нам на сцену. Михаил, вчера посмотрел стоимость акций и удивило, что вчера вы обогнали даже Deutsche Bank по капитализации. Такое ощущение, что год в целом все хорошо. Как ваше состояние? Лучше вас только биткоин, кажется. Как ваше состояние? Как вы видите ситуацию? Всем добрый день. Во-первых, очень приятно, что вы пригласили. Спасибо большое. С точки зрения нашего бизнеса, как мы чувствуем? Мы вдохновляемся отзывами положительными наших клиентов и пользователей. Вот сколько из здесь присутствующих, поднимите руки, пожалуйста, сколько пользуются услугами Каспи. Спасибо вам всем большое за то, что вы являетесь нашими любимыми клиентами. Спасибо. С точки зрения нашего самого бизнеса, у нас, вы сами рассказывали, да, что сейчас все в смартфоне. И все, что вы говорите, на самом деле в Казахстане в лице Каспи эта бизнес-модель уже реализована. И является одной из самых уникальных в мире. Нету мобильных приложений таких, в которых вы можете и финансами управлять, и покупки делать, и платежи делать, и переводы делать, и билеты, авиабилеты покупать, бонусы получать. Таких суперприложений, это сейчас очень популярная тема, таких приложений в мире нету. Это вот основная уникальность, и именно эта компания создана в Казахстане. У нас казахстанская команда. Я приехал в Казахстан в 2006 году, поэтому я всю сознательную жизнь практически провел в Казахстане. Мы ребят здесь воспитываем, и то, что вот произошло во время пандемии, самое основное подтверждение, это то, что ценности нашей компании являются непоколебимыми. Это забота о клиентах и забота о пользователях, и мы работали день и ночь, чтобы сделать возможным открытие счетов в онлайне, чтобы пособия наши клиенты и казахстанцы получили. То есть мы запускали сервисы, потому что мы понимали, что в текущей ситуации, сидя дома, на нас еще больше ответственность. И все, что сейчас с нами происходит, это в первую очередь мы постоянно думаем снова, какой будет следующий наш сервис, с одной стороны, чтобы развиваться, а с другой стороны ответственность перед клиентами, перед партнерами, перед страной и теперь перед инвесторами. Потому что мы фактически, наверное, открыли снова инвестиционный климат в стране. Мы реально отвечали на большое количество вопросов, почему надо инвестировать в Казахстан. И, те коллеги, которые работают с рынками, особенно зарубежными, наверное, сталкиваются с ситуацией, когда им теперь легче с инвесторами общаться, потому что такая компания, как Каспи, публичная существует. Спасибо. Я понял, что кроссовки вы и не снимали, да, вы ходили в кроссовках. Ирлан только научился кроссовки одевать, вы не снимали, Михаил. Проблемы у вас есть, вызовы, вот ваши вызовы, скажем, топ-2 вызова, стоящие перед вашей командой? Во-первых, с точки зрения кроссовок, у нас свободный стиль, у нас никто в костюме галстуке не ходит в компании. Никогда. То есть мы на внешние встречи иногда. А что касается вызовов, мы продуктовая компания. Это означает, что наш основной акцент на то, чтобы делать продукты. Соответственно, кто делает продукты? Люди. Выступающий про SAP рассказывал про технологии, например. Да, на самом деле людям не технологии нужны, людям конечный продукт нужен. И от продукта потом идет, а теперь зачем нам технологии для того, чтобы их делать? Люди создают продукты. Для нас самый основной приоритет, что в Каспи работали самые крутые люди. И мы прикладываем большие усилия для того, чтобы это происходило. Это первое. И второе, чтобы самые крутые люди создавали самые крутые продукты. Самые крутые продукты нужны самые крутые технологии. И у нас цепочка, она начинается от продукта, людей, технологий, и потом уже управление бизнесом для того, чтобы мы продукты могли через наше мобильное приложение донести до наших любимых клиентов. То есть это
одна часть, то есть это в любом случае вокруг людей и создание продуктов, ну, основной наш приоритет. И у нас, ну, чтобы вы понимали, все, что вы сейчас видите, наши услуги, у нас на один сервис минимум еще 3 идеи в голове. Просто мы думаем, когда придет время их запускать. Запустить услугу – это одно, а для того, чтобы ее запустить вовремя и люди пользовались, это совсем другое. И второе направление – это вызов для нас, это, ну, вот, как я и сказал, большая ответственность за страну, потому что мы представляем ее перед инвесторами международными. Вот. И, соответственно, нам нужно, с одной стороны, мы рассказываем про Каспий, но с другой стороны, мы про страну тоже рассказываем. Ну и для того, чтобы инвесторы продолжали положительно смотреть на Казахстан, нам нужно всем приложить усилия. Инвестиционный климат должен быть привлекательный, законодательство должно быть стабильным, как бы, рост экономики в стране должен там продолжаться, уровень цифровизации увеличиваться. Ну, инвесторов в первую очередь волнует, а что будет через 3-5 лет. Ну и, соответственно, мы все вот на себе, во всяком случае, эту ответственность ощущаем, и это является тоже одним из важных приоритетов для нас. Спасибо, Михаил. Ну, мы всегда говорим внутри с HR, что в компании основной актив – это люди. Ну, не все компании получается людей сделать активом. Часто в компаниях люди пассивы. Да? Ну, я понимаю, что в вашей компании это получилось, сделать людей реальными активами, которые создают хорошие продукты, хороший сервис, хорошие фичи, а уже клиент уже получается вторичный, он находится, да, под эти фичи. Михаил, многого достигли на 10 лет вперед. Какие амбиции? В принципе, все наши долгосрочные цели, они сформулированы в нашей миссии компании, да, которая говорит о том, что мы хотим улучшать жизнь любимым клиентам, создавая инновационные продукты и сервисы. Ну, здесь бизнес-модели обсуждаем, да, это уже чуть глубже. И в нашей миссии просто нету ни страны, ни продукта конкретного, ни бизнес-модели. То есть мы как бы компания, которая, ну, у нас в принципе так правил нету и границ нету. Соответственно, все, что мы делаем как бы сегодня, мы знаем, это точно нужно как нашим клиентам, людям, мы это развиваем. Вот, какие у нас будут продукты через 10 лет и в каких странах мы будем, я сказать не могу. Но я совершенно точно могу сказать, что в компании будет миссия, которая как раз стоит в центре нашей стратегии. И цель у нас – это продолжать радовать пользователей. Сейчас это в Казахстане. Вот, и мы сейчас выходим на другие рынки, там, в Азербайджан, в частности, и Украину. Я возвращаюсь к вашему комментарию, Эльдар. На самом деле, меня немного, как бы, ну, я постоянно так подскакиваю, когда говорят по поводу, вот, там какие-то компании из других рынков зайдут, это же такие серьезные конкуренты, они такие более опытные, там, я не знаю, какие-то умные, неумные, ну, то есть какая-то угроза прям серьезная. Вот мне кажется, ну, есть в Казахстане и все ресурсы и возможности для того, чтобы успешно конкурировать с любыми компаниями. И у каждой компании она должна просто видеть, а в чем у нее конкурентное преимущество. И инвестировать в развитие своего конкурентного преимущества. Но совершенно точно, как бы, там, когда, ну, к нам тоже приезжают иногда поставщики услуг различных. Это раньше было тоже. Понимаете, приезжают и нам рассказывают, как надо жить. Вот здесь вот так, понимаете, в Казахстане как бы, и нас уму-разуму учат. Вот, ну, первые 15 минут мы всегда тратим на то, чтобы их на место поставить. Потому что в Казахстане на самом деле есть крутые компании, есть крутые люди, и есть все ресурсы для того, чтобы продолжаться развиваться и вносить вклад в развитие общества и улучшение стандартов жизни в стране. Бояться ничего не надо, пример с других можно брать, но надо самим все делать. Отлично. Это вот комментарий по поводу там компетенции, то, что в российских компаниях и в других компаниях там компетенции какие-то заоблачные, а здесь как бы у нас угроза от того, что они что-то здесь войдут и нас начнут на рынке немножко двигать. Пусть заходят, мы их встретим, не переживайте. Вы открыты конкуренции? Конечно, Отлично. мы только за конкуренцию, полный рост. Отлично. И на всех рынках. Мы сейчас готовы будем к вопросам из зала. 1 сентября глава государства в послании обозначил такую задачу, как подготовить там, за 5 или за 10 лет около 100 тысяч IT-специалистов. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, действительно есть такая потребность в IT-специалистах в такие короткие сроки? И второй вопрос. Это любые амбиции, но они должны быть реализуемы. Можно ли за такой короткий период времени действительно построить, действительно обучить вот такое количество IT-специалистов? Спасибо.
Елена Леонидовна, здравствуйте. Вот. Что касается IT-специалистов, во-первых, если есть как бы спрос со стороны компаний на эти должности, то, соответственно, и люди будут идти по этому образованию для того, чтобы получить, все, которые идут, например, там, в институт, учиться, там, в школу, родители смотрят, какую хотят профессию для ребенка своего. IT однозначно одна из самых перспективных профессий. И в течение следующих там, 10 лет только по этой причине будут инвестиции в IT-образование и со стороны как бы со стороны родителей начнется, и потом университеты, потому что спрос на эту профессию есть. Это как бы первое. Второе, это сами компании, да? То есть сами компании должны создавать, не обязательно там университет заканчивать для того, чтобы IT-специалистом быть, или для того, чтобы с данными работать, или для того, чтобы продукты создавать. Мы за 10 лет сами создали как бы своих сотрудников, начиная там с 2007 года. Ребята с института к нам приходили. Сейчас у нас есть вот Kaspi Labs, там у нас конкурс, по-моему, там, если не ошибаюсь, из 7-8 тысяч человек, конкурс на место, там 200-150 человек прошло Kaspi Labs. То есть вы представляете, какое там 1 к 30 на одно место в нашем корпоративном университете. Вот, это тоже, и за 10 лет мы, понятно, 100 тысяч не наберем, конечно, но я думаю, что какую-то часть вклада мы со своей стороны сделаем. Но есть еще третий фактор. То есть, грубо говоря, есть же спрос и люди, которые хотят получить образование. Но есть отток, люди, которые уезжают. Вы же говорили сегодня, что специалисты точно так же уезжают в западные компании, идут работать. Вот с одной стороны это хорошо, нужно сказать, что мы создали классных людей, они поехали, работают за границей, рассказывают про Казахстан, это же классно, это же супер, почему бы и нет. И свою еще личную профессиональную жизнь строят. Но с другой стороны, здесь нужно создать условия для того, чтобы людям было интересно, чтобы люди видели перспективу и видели свой вклад в конкретную компанию, а потом видели свое будущее в стране. Вот. И, по-моему, многие компании могут сами начинать с себя и создавать такую атмосферу для того, чтобы людям просто было интересно работать, и они дерзали и крутые продукты создавали. Если таких компаний будет много, соответственно, и IT-специалисты будут. А конкурировать с рынками, как Украина, Белоруссия, это, конечно, можно, но это сложно, да, потому что там традиция как раз десятилетняя, она уже есть. Мы, как Kaspi, за 10 лет свой вклад внесем. Надеюсь, что другие тоже это сделают. Спасибо. Михаил, правильно понимаю, органически потребность есть. Спрос рынка, он сам собой 100 тысяч, скорее всего, придет. Да, конечно, вы любого руководителя спросите, руководитель понимает IT, не понимает, в Excel работает, в Word печатает, или там секретари для него печатают, я не знаю. Вот любого руководителя, все скажут IT. Понимает он что-то или не понимает, скажут. То есть руководители готовы инвестировать в людей, которые понимают технологии. У некоторых, может, руководитель это начинается подключить компьютер к интернету, да, а некоторые знают вообще, как программировать. Но у каждого руководителя в голове IT. Для нас IT хорошо, технологии хорошо. Нам нужно это сделать. Когда спрос есть, я думаю, что, мне кажется, если прям десятилетняя перспектива, то родители сегодня уже думают об этом, о своих детях и какую профессию они хотят своим детям дать. Что вы думаете о сделке со Сбербанком по платформе Егова? Ведь Kaspi уже предоставляет госуслуги на своей платформе и обслуживает больше сессий, чем Егов. В принципе, в вопросе заложен ответ частично. То есть мы компания, которая делает сервисы доступными для всех казахстанцев, да, соответственно, наша стратегия и цель, она простая. Мы там не ставим какие-то глобальные задачи, не закидываем шапки на 5 лет. Мы говорим, например, нужно зарегистрировать автомобиль в онлайне, помочь сделать. Вот наша команда садится и за 6 месяцев запускает вместе с Министерством цифровизации этот проект. Или, например, надо налоги оплатить, сделать удобный интерфейс для физических лиц. То же самое. Наша команда садится, за 6 месяцев запускает с Министерством финансов. Вот. И таким образом мы просто сервис за сервис запускаем и через приложение даем возможность, во-первых, чтобы наши клиенты могли пользоваться, и, во-вторых, любое другое приложение, любая другая организация точно так же этим сервисом может воспользоваться. Вы знаете, да, Kaspi запускает, а потом есть возможность уже на этой платформе всем другим запускать. Не платформе, а технологиях, то есть мы помогаем их улучшать. Вот. Если говорить о цели самого проекта, цель самого проекта
по платформе мне тоже понятно, потому что каждый раз, когда мы запускаем сервис за сервисом, вот, мы сталкиваемся со сложностями интеграции разных технологий со стороны государства. Вот. То есть, в принципе, если этот проект будет успешным и как в него заложено, то есть, с одной стороны, мы-то сервис за сервисом все равно продолжаем запускать. 3 года займет этот проект, 5 лет займет. Как бы мы, соответственно, с одной стороны, помогаем с точки зрения обыкновенных каждого из нас, как бы потребителей граждан, которые этими услугами пользуются. С другой стороны, государство старается решить вопрос, чтобы просто качество предоставления некоторых сервисов именно между внутренними технологиями было унифицировано, и это работало быстрее. Но комбинация этих двух может дать еще лучший результат. Вот, поэтому это вот так. А с точки зрения там, самого проекта, ну, если он будет успешным, то польза будет всем нам. Можно я перефразирую, Михаил, вашу предыдущую фразу? Да, и мы делаем бесплатно, кстати, Да. все сервисы. Да, и сказать, не стоит бояться внешней конкуренции. Так же?